Приветствую, дружище! Сегодня я и ты отправимся в увлекательное путешествие, а именно в пеший поход на плато Путарана, где пройдем 150 километров, увидишь мои боль и страдания, а также эти великолепные кадры. Наливай чаек, бери вкусняшки, а я начинаю. Такое прекрасное утро у нас. Silent Hill. Все в тумане. Прекрасно. Что-то башка кружится с утра. Не знаю, или переспал, или бацилла какая-то. Вообще хрень какая-то. Вот так вот, мисочки полные воды. Сейчас будем кашеварить. Котлы там на всю горят. Все в процессе. Короче, ребзики, последнее приготовление. Такая у нас погода 6-го дня. Ничего не видно, дождь херачит. Мы уже, вон я в мембране, в дождевике, но уже успел промокнуть. Короче, вот так вот провожает нас это место. Сейчас последнее приготовление. Я убираю телефон и съемок пока в ближайшее время, пока дождь идет, пока я весь одетый не будет. Так что вот так вот выглядит. Все, начинаем сбор палаток. До следующего включения. Ребзики, смотрите, куда мы пришли. Это наш 6-й день, и мы пришли к водопаду. Вроде как он безымянный, а вроде как 69. О, аж страшно туда смотреть. Начинается дождик, у нас тут был коротенький перекус. И мы сейчас побежим опять дальше. Весь день идем под дождем. С утра вот как все началось, он не останавливался. Вот сейчас только передышка такая маленькая была. Я весь мокрый. Ботинки мокрые, носки мокрые, все мокрое, короче. Может быть, даже и трусы мокрые. Я даже носки выжимал. Налюбовались? Вот так вот туманчик нас окружает. Записал я, попытался превьюшку. И возможно, она и будет основной. Вот так вот, как с винотой я хожу. Ну и здесь то же самое. Снял дождевичок, пока обедаю. Думал, подсохну. Дождь опять начался. И, короче, вообще весь сырой. Холодно, продувает. Даже мембрана не спасает. Немного запустил дрончик. Полетал. Сейчас одеваюсь и погнали дальше. Снимать вообще невозможно, потому что дождь идет, а у меня карманы все под штанами, короче.
У меня еще стрельнула мышца, не знаю, посередине где там пути, и я вообще идти не мог. Ну, попросил, конечно, тормознуться, но меня никто не послушал. Сказали, ну давай доковыляй там 10-15 минут еще. Как бы рельеф не такой серьезный. Я-то хотел, чтобы у меня ноги немного отдохнули и, возможно, мышца отпустила. Не знаю, прям нерв от ягодичной мышцы куда-то туда, в сторону колена стреляет. Сейчас нам необходимо пройти вот тот бродик. Мы будем обуваться, одеваться и выходить. Пройдем его на ту сторону и так дальше. Надо идти напяливать ОЗК. Я даже вот с этими съемками я не успею, я не понимаю, что я ем, потому что я втаптываю быстро, потому что все просто сидят там, ну не все, конечно, но в основном сидят там, хомячат. А я должен дрон запустить, еще вам поснимать. Короче, и виды не успеваю посмотреть, и понять, что я съел. Ну, была колбаса, чесночок, хлебцы и сырок. У меня опять никакого чая. И вот продолжение. Ладно, побежал я дальше. Ощущаю, что носки насквозь мокрые. Пришлось выжимать. Ты где так промок-то? По дороге где вы. Еще и пяткой не наоборот. Все пластыри послетали. Мозоли, все дела. Какие впечатления? Здорово, отлично. Всегда мечтал промокнуть до трусов. И идти весь день под рюкзаком мокрым. С мокрой палаткой. Мечта исполнилась? Да, Поздравляю тебя. спасибо. Здесь Я так счастлив. У меня есть ты. невероятно. Еще наши друзья камероиды. Получается, я и твою мечту тоже украл, да? Наверное. Исполнил. Мокрый весь. В общем, здорово. Он красава. Что я могу сказать? Солнышко. А? Тебя кусают? Через это? Нет. Осталось дальше. Ой, счастливая Ага, очень счастлив. Прям не могу. Очередной курумник. Все меня бросили. Я остался один. Иду потихонечку. По вот такой жести. А, я забыл, я не один. Со мной Камаритас еще. Ты думаешь обо мне? Да, я думаю о тебе. Ребзики. Мы пришли к озеру Собачье.
Это вон там, вдали, голубое озеро. Вид достойный, конечно. Но сколько мук и страданий это стоило. Весь день мокрый. По курумнику скачешь. Здесь еще болотистая местность вокруг. Здесь еще следы мишки есть. Ну и о них чуть позже. Пока вид открывающийся такой, пока нет тумана, хотел вам показать. Поставил палатку, но еще не доделал даже. Так вот выглядит оно. Еще даже не закончил с установкой палатки, но как бы палатку-то я уже поставил. Козырное место мне выделили. Или, возможно, не козырное, а для того, чтобы отсюда ветер подует. Я первый страдал, но моя палатка самая мощная, должна это все выдержать. И еще, возможно, я буду первый, кто встретит хозяина леса. А все почему? Сейчас я найду вам доказательства. Где-то здесь недалеко он наделал делов и убежал. А вот его следы преступления. И от них недалеко стоит моя палатка. Я еще не закидывал ни спальник, ни коврик. Даже форточки не открыл. Ё-моё. Все спешил вам показать вид, пока он не закрылся. Мало ли потом завтра затуманится или еще что-нибудь. Вот давайте вместе с вами вот так откроем форточку. Одну, и надо открыть вторую. Надо бы вообще и тамбур открыть, чтобы она проветривалась. Так вот открывается тамбур. Вы же хотите все о походной жизни знать. Кто не знает, может, кто не ходил. Вот берется вот эта штучка. И вот так вот заворачивается. Так, сейчас. Вот так вот. И вот здесь сзади есть петелька, за которую надо одной рукой умудриться это сделать. Потому что и вторая рука занята вами. Вот так вот. Вот так вот. И все, палаточка приоткрыта, дышит. Еще есть вот такие петельки. Ну, раз по палатке начали. Чтобы юбку подворачивать. Это снежная юбка, чтобы палатка дышала. Я ее уже заложил камнями. Здесь не смог воткнуть колышек. Думаю, на камень ляжет. И обязательно растяжка. Потому что оттуда будет ветер, скорее всего. И я ее так поставил, чтобы вид был, ну, открывался с той стороны. И прям на вот это все превосходное. Итак, пойдемте вторую форточку. Пусть просыхает. Палатка сама где-то весит 2,7 с завода. Но вот столько воды на ней, что она, скорее всего, весит, мне кажется, все 5 килограмм. Так, сейчас я открою эту. Так. Вот так вот. Так вот. Ну, короче, это я потом доделаю. Пойдемте. Самое основное. Тут еще есть водопад, как мне сказали. Водопад невест. Где-то он здесь. Фух. Мне даже без рюкзака сейчас ходить трудно. Колени у меня болят. Камчатская, что ли, вот это. Болезнь меня настигла, когда у меня колени болели. Что-то ничего не видно. Короче, он, наверное, где-то там. Но до туда я явно не дойду. Потому что шумит очень сильно, но навряд ли это вот он и есть. Блин, голова кружится, вниз смотреть. Я стою практически на самом краю. Вот он край. И там высота приличная. Но вид-то вид. Сейчас бы еще солнышко. Я надеюсь, завтра будет солнышко. Но вы тоже там пальцы крестиком держите. Надеюсь, завтра мы сможем это получше снять.
Сегодня я дрона уже не в силах запускать. Кто-то скажет, да блин, там 3 секунды. Конечно, когда ты прошел там, не знаю сколько, километров 12-15 с этим рюкзаком, который весит, о, даже боюсь представить, сколько он весит, с мокрый рюкзак, с мокрыми вещами, с мокрой палаткой. Это вообще нечто. Еще там литр воды был изначально залит, чтобы я мог с гидратора пить, попивать, идти. И у меня там посередине сегодня дня стрельнула мышца, блин. И из-за этого я начал, короче, ногу подворачивать, чтобы ее не задействовать. И у меня заболело левое колено. Прям нормально так по курумнику этому скакать, это прям то еще удовольствие. В общем, сейчас надо где-то что-то постирать, найти воду, похомячить, это обязательно. И обустраивать свой домик. Но, как обычно, если будет что-то интересное, я вам покажу. А так надо заряд экономить. У меня, даже хоть и имея солнечную батарею, у меня пауэрбанк пустой. У коптера осталась одна батарейка. И на телефоне где-то процентов 50, то меньше. И на экшн камере там батареечка, и все. Если не будет солнца, я останусь, ну, без вас, так скажем. Не смогу снимать. Так что ладно. Следующее включение, возможно, оно будет уже завтра. Доброе утро. Сегодня 7-й день моих мучений. Я похож вообще. Я вот, встал минут, наверное, 10. Пока тут чё кого раскочегариваюсь. Похож, мне кажется, на человека, который бухал месяц. Башка, короче, едет неделю. Ой, неделю. Вчера, короче, вообще не валит башка. Вчера было самочувствие такое же практически, как сегодня. Хочется такое, какое-то коматозное, хочется блевануть. Вчера сказали, что у нескольких наших коллег по походу такое же состояние, как будто они там типа всю ночь гулеванили и вот на утро, хотя типа похмелье там все такое. Башка едет, короче, такое. И они посмотрели, типа, по часам, типа, давляк упал, атмосферное давление, и поэтому возможно такое состояние у нас. Сегодня я проспал много, не знаю, часов, наверное, 8. Это много для меня, но часто просыпался, потому что, не знаю, я, видимо, сильно остываю. Хоть и спальник теплый, я в нателке сплю с носками, да, там, шерстяными этими, верблюжьими. Все равно мне холодно, я просыпаюсь. Лицо закроешь, опять уснешь. Потом воздуха не хватает, откроешься, замерзнешь. И, короче, вот так всю ночь. Вот, сижу, рассматриваю свои мозольки, которые вчера заработал. Ну, как заработал? Вчера я просто кожу, видимо, содрал на ноге, пока шли. Вот, и мои мозоли немного заживают. Пока о самом таком вот. Я же говорю, будете смотреть мои страдания. Вот это с первых дней мозоли. Вот так вот выглядят на данный момент. С ними я иду. Но тут еще множество людей, оказывается, они есть. Я вчера содрал. Тут где-то колени пока вроде ничего так. А самое интересное, я же вас тут томлю, да, вот я показываю там все это. Вы же помните палатку. Сегодня, кстати, наверное, вот это вот сюда вот так вот. Опа. И пойдем. Вы же помните, что я вчера палатку поставил тамбуром в красивому виду, но его нету. Там он зарядник лежит под
потомлю, смотрите, вот там. Так вот. Прекрасно. Как бы того вида нет, которого я ожидал, но есть другой. Облака. Белокрылые лошадки. Ой, всю ночь лил дождь. Вообще вот так вот у нас. Превосходно. Я еще не вылазил с палатки. Короче, вот вместе с вами надо одеваться. Ветрено, холодно. Когда же будет солнышко? Сегодня у нас должна быть дневка, но, возможно, мы пойдем налегке, сходим к озеру. Не факт. Я не знаю. Сейчас я выйду, посмотрю по состоянию. Если я могу ходить, то, возможно, мы пойдем, потому что туда что-то 8 километров туда и обратно, что ли. Вот. А кто не может, тот может остаться здесь, в городке нашем. Еще я переживал по поводу Мишки. Ну, как переживал? Нет такого, что я прям лежал и боялся, но как бы прислушивался к звукам всяким. А когда льет дождь и рядом гудит водопад, не особо-то слышно, что в округе происходит. Вот. Было так. Ну, не очень. Принюхивался. Ну, когда Мишка там подходит, допустим, от него же воняет псиной такой. Вот. Шерстью старой такой. Ну, короче, мокрой псиной его чем воняет. От медведя должно вонять. Ну, от лисы иногда так же пахнет. Короче, у кого есть шерсть, от того так и пахнет. Ну, иногда, когда я просыпался, такой, опа, никого вроде нет, нормально, дальше можно спать. Ради этих целей, чтобы спать более-менее спокойно, лежит у меня под рукой фальшфейер, ну, в палатке его особо не сделаешь. Но вот еще есть антикомарин, да. Говорят, что он помогает. Ну как, типа, запах распылил, ему не понравилось, он свалил. Короче, так, ладно, и так затянулось. Давайте до следующего включения, ребятки. Вашему вниманию вода самоубийца. А вы спросите, почему она самоубийца? Потому что она сбрасывается со скалы. Голубая такая водичка. Боязно туда подходить близко, конечно. Но что не сделаешь ради своих любимых подписчиков. Лагерь у нас находится в той стороне. Сейчас заволокло туманом. Он то проходит. Вообще здесь моментальный. Не так, что надо выжидать какое-то время. Он сразу так видно глазами, сразу как он плывет, настигает, заволакивает. И сразу же бывает проясняется. Благо сегодня погода пока нормальная, хотя обещают у нас дождь. Немного подсушился. Как вы поняли, я остался в лагере, в радиалку я не пошел, потому что, проснувшись, о, смотрите, кто-то занимался тут камнестроением. В радиалку я не пошел из-за того, что колено, которое на Камчатке меня подводило после вчерашнего перехода, сказала до свидания. Я думаю, день передыха нам не помешает. Ну и тем более, если оказывается туда 8 километров идти в одну сторону, ну примерно 8, в целом где-то 15-16 километров. Блин, вот это туман. Я думаю, я травмирую еще сильнее, хотя у меня есть эластичные бинты и все такое, но лучше пусть колено отдохнет, потом под рюкзаком будет попроще идти, возможно.
Хотя я пью витамины для суставов, но что-то, видимо, сложновато было тащить мокрый рюкзак. Я просто тут замер, потому что я на краю прям нахожусь. Сейчас я вам отсюда, конечно, не видно водопад невесты, но немного отойду и постараюсь найти ракурс, при котором мы его разглядим. Вот я нашел такой выступ. Блин, так щекотно к нему подходить. Так все это выглядит. Все заволокло. Прояснится немного, я все-таки попытаюсь это заснять. Еще привет компании DJI. Если вдруг когда-нибудь я стану популярным, и они меня посмотрят, знайте, что вы подставщики очень сильные, потому что я зарядил, у меня комбо-набор DJI Mini 2, и я зарядил все батарейки дома, неоднократно заряжал. Вот я зарядил, положил, потом перед выездом прям зарядил. И у меня оставалась одна батарейка специально для вот красивых мест. Я ее не тратил. Вот 2 батарейки я потратил, одна оставалась. В итоге я сегодня беру эту батарейку, она показывает, что там одно деление. Я ее не использовал, там одно деление. Прошло, я не знаю, 7 дней, блин, после того, как я его с зарядки снял. И что вы хотите? 25% показывает дрон, когда его включаешь, там все, пытаешься запустить. Он мне говорит: привет. Я, говорит, не полечу, низкая мощность, блин. Он даже не запускает, не то, что просто подняться вот здесь покружить. Он не запустился у меня. Вот настолько компания меня подставила. Сейчас в таком облаке ничего не зарядить. Я хоть и выставил панель с утра, но у меня там заряжается немного powerbank, когда проясняется. Не знаю, получится, нет, все это подзарядить. Телефон уже на издыхании. Экшн камера осталась только. И все, дрон тоже полумертвый. Какой полумертвый, я бы сказал, то что он не летает. От него толку-то. Не будешь же его подкидывать. Включил запись и подкинул. Вот такие у нас на 7-й день новости. 9 человек ушли. Остальные, сколько у нас там? 7 осталось в лагере, включая меня. Вот, я хожу тут, осматриваюсь. Сушусь, осматриваюсь, стираюсь. Футболку постирал, носки постирал, полотенчика. Сейчас бы еще башку бы помыть. Это вообще, видите, в каком я наряде? Меня задолбало, что вот проплешины мои вот эти угловые прокусывают комары. Я не знаю, откуда они находят это место. Ну, когда ты в шапке ходишь, больше нигде не кусают, только эти уголки. Даже пшикаешься аэрозолью и бесполезно вообще. Поэтому я решил так. Но они нашли хитрые, вот, уши начали кусать. Сейчас пока туман, они как-то отсеялись. Комаритосы наши друзья. Но зато, когда все кинули, комары со мной остались. Вон, глядите там позади, что происходит. Вот, сейчас опять рассеивается потихонечку. Но сейчас я уже не пойду обратно. Я иду в сторону лагеря. Вот так вот выглядит наш лагерь. Вон там моя вдали оранжевая палаточка. Кто-то говорит, она апельсиновая. Но это женский взгляд, как обычно. Там миллион цветов. Оранжевая, это вот одна. Желтая, вон вторая. Это не все. Это не оранжевая. Та вообще для меня более коричневая. Они говорят, вот это оранжевая. Какая это оранжевая, блин, палатка. Короче, там вон, на обрыве стоим. Сегодня ночью тоже думал, блин, а вдруг камушек этот, на котором мы стоим, шлепнется или еще что-нибудь. Тоже вот я не знаю, откуда у меня такие мысли. Столько лет это все стоит, и оно
Когда-нибудь, да, конечно, шлепнется, но я думаю, не в тот момент, когда мы находимся здесь. Опа. Вот такие булыжники на краю. Блин, расщелины такие. А я все хожу. Снимаю для вас. Вот. Ежики в тумане. Ну, красота, конечно. Вот это место пока что единственное место, которое мне более-менее понравилось со всего похода. То, что, ну, как бы можно сказать, я не зря сюда шел. Остальное, как бы, водопады, которые мы до этого видели, все, что я прошел, ну, может быть, если бы я впервые такое видел, я бы сказал, да, прекрасное места. Но пока что вот это единственное место, которое меня немного, да, что-то ёкнуло, впечатлило. Вы скажете, я зажрался, наверное, да. Это как на Сахалин я приехал, и после Алтая Сахалин мне показался, ну, так, как бы красиво, но не настолько. Вот тут также после Таджикистана, мне кажется, что, ну, есть свой шарм, да, вот в этих курумниках, когда у тебя ноги отпадают, а тебе надо еще тащить там 10 километров в свой рюкзак, блин, чтобы куда-то встать. Вот такие ручейки, лужицы, можно воды попить, можно постираться. Вот здесь у нас метка стоит, что здесь мы берем воду для нашей кухни, для готовки, чтобы здесь никто там не нагадил случайно. А у меня около палатки есть лужица, в которой я все постирал. Вторая лужица, в которой я все ополоснул. Одна мыльная стоит, другая нормальная. Вот так. Красота. Вот такие камушки всякие разные. Цветочки. Красиво же. А? Красиво, да? Вот в лагере я снова не могу найти незабудки. Я всю дорогу хочу их сфоткать. Остановиться. Они такие в такой, ну, атмосфере. И стоят незабудочки такие маленькие. И хочется их сфоткать. А мы все прем и прем. Где останавливаемся, там их нет. Или у меня уже сил нету. А вот в лагере их нет. Это что за, блин? Ладно, как рассеется вот это все. Может быть, я успею зарядить немного дрон. И для вас, конечно же, сниму. Но до следующего включения, ребят. Ну что, ребзики, вот и подходит наш день к концу. Я его большую часть провожу в палатке. Не ходил я с группой, как вы уже знаете. На улице моросящий дождик. Ну, такой, то проходит, то моросит, то облачко с влагой прилетит. Обещают 8 градусов. Мне по ощущениям, что они уже есть. Даже, блин, в Киргизии так не мерз, когда там на 3000 был. Сейчас что-то я сижу, он все напялил на себя, и все равно холодно. Но я думаю, в спальнике будет теплее. В общем, вот так вот проходит день в палатке. Завтра пойдем 10 километров где-то на спуск туда. Посмотрим еще, возможно, невесту с другой стороны. Водопад. Полетать мне не удалось. Солнца раз не было. Я телефон-то зарядил всего на 20%. Powerbank пустой полностью. Все, больше ничего нету, короче. Если солнца не будет, наши видосы закончатся, короче. Эх, не удалось собачье полетать, посмотреть. Также здесь хотел дрона запустить. Ну, блин, с 25% он, конечно, должен был взлетать. Я не знаю почему, ну, короче, не летает. Наша птичка. В общем, такие дела. Сушимся как можем, чтобы завтра более-менее выйти сухими.
Короче, вчера я еще постирал носочки. Да, вчера постирал носки, повесил их. Они провисели тут ночь в палатке. Утром я их вытащил на улицу. Они, пока солнце было, на улице были. Потом я их под тент унес, и они до сих пор сырые. Это капец, конечно. Ботинки мокрые, носки мокрые. Сам я более-менее сухой, конечно. Спальник сухой. Ну, тоже влагу немного набрал, но терпимо, не как вчера. Палатка хоть немного просохла. Надеюсь, завтра сборы будут в сухое время. Потому что мокрую палатку, ну вот чтобы вы представляли, да, я вчера, когда ее поставил здесь, внутри палатки, внутри вот этого купола, да, где я сижу, внизу где-то я полотенцем вычерпал миллилитров 300 воды, наверное, вот. Сама палатка промокшая, плюс вот это все вместе взято, и плюс еще вот лишнюю воду тащишь, но это нифига не прикольно. Я говорю, вместо там 2,7 палатка все 5, наверное, весила. Колено также поднывает. Ну, это мое такое. Мои заметочки. Левое колено все-таки. Не знаю, как завтра пойду, но как-то надо будет идти. Еще впереди, сколько у нас дней? 8, 9, 10, 11, 12. Говорят, на 13 выходим. Но, возможно, на 14. Так. Это еще где-то 6-7 дней. Не знаю, как здесь. Надо выжить как-то. Не так все плохо, конечно, но и не так все радужно. Спрашиваем у гида, бывает ли, ну, часто ли такая погода. Ну, редко, говорит. Ну, даже бывает снег, конечно. Но по прогнозам я смотрел, должно было быть все ясно. Там один день, грубо говоря, в начале, вот, ну, где-то 3-4 день должен был быть дождливый, и там в конце похода еще один. А тут 4 дня, мне кажется, дождь льет. Конец вообще. Под дождем идти, под дождем сидеть. Вообще, блин, дождь этот вообще не к месту. Все мои походы были в солнечную, ясную погоду. Лето. Должно быть все прекрасно, а тут это Путарана, это горы, блин. Ну, конечно, горами это назвать сложно, но высота хоть какая-то есть. Облака здесь летают низко, облачность, все такое. В общем, такие у меня заметки на вечер. Пожелайте нам теплой погоды, все, что нам нужно. Немного удачи и теплой погоды. Что-то вот к вечеру, днем вроде нормально, а сейчас к вечеру что-то опять башка начала ехать, не знаю. Или это мое, или из-за погоды, короче. Будем надеяться на лучшее, готовиться к худшему. В общем, снова я вам пожелаю доброй ночи. Смысл вам то же самое показывать. Облака одни эти я не вижу. Так что давайте. Я надеюсь, мы еще поснимаем. Будет у нас зарядка, будет у нас энергия и все такое. Оптимизм, здоровье. Ладно. Спокойной ночи. Увидимся, надеюсь, завтра.